Всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим технику, на базе которой можно создавать практически любой гипсовый декор. А для примера я буду создавать свою собственную авторскую коллекцию птиц, точнее голубей, и покажу вам пошагово все этапы проделанной работы, поделюсь своим опытом и покажу вам, как в домашних условиях можно изготовить такую красоту. Ранее я уже показывал, как работать с гипсом и создавать силиконовые формы для клонирования деталей, когда есть необходимость изготовить декор в большом количестве. На базе этой же техники сегодня мы будем изготавливать более сложные элементы декора. Не будем попусту тратить время, погнали! Шаг первый. Для начала мне необходимо изготовить базовые изделия. Мне необходимо создать трехмерную модель, которая послужит мне как основа для создания формы. В результате мне необходимо получить коллекцию, состоящую из 7 птиц в различных положениях. Своих голубей я решил вылепить из скульптурного пластилина. На мой взгляд, это самый простой и доступный способ получить трехмерную модель, при создании которой я сразу могу видеть результат, внести в него корректировки, определиться с размером и положением каждой птицы. В предыдущем ролике я уже рассказывал, как работать со скульптурным пластилином и какие инструменты для этого я использую. Я не буду показывать, как я изготавливаю каждую птицу, покажу для примера выборочно. Но если вам интересно, в моем инстаграм вы можете посмотреть ролик по изготовлению каждой птицы отдельно. Все ссылочки в описании. Технику, которую я вам покажу, можно использовать для клонирования уже готовых изделий, но так как я не люблю плагиат, я буду изготавливать свою собственную линию. Всю работу я выполняю на листах пенополистирола, позже вы поймете для чего. На мой взгляд, это самый удобный материал для основания и сборки опалубки. А самое главное, 2-сантиметровый лист полистирола стоит около 60 рублей. К сожалению, я не смогу обучить вас чувствовать объем, поэтому заострять внимание на создании фигуры из пластилина мы не будем. Но показать этот этап мне очень хотелось. Надеюсь, на базе этих знаний вы решитесь воплотить свои идеи в жизнь. Поделюсь своим опытом для того, чтобы облегчить ваш творческий путь. С первым этапом мы разобрались, поехали дальше. После того, как наши образцы готовы, перед работой с силиконом нам понадобится изготовить детали для опалубки. Распустим лист полистирола на полоски. Высота нашей опалубки должна быть немного выше, чем наши пластилиновые заготовки. Ранее я уже показывал такой способ опалубки, но давайте немножко освежим свою память. Почему я использую полистирол? Этот материал хорошо держит форму, достаточно прочный, легко режется и можно скручивать саморезами. Этот материал, на мой взгляд, один из самых удачных для этой работы, по крайней мере так показывает моя практика. И вообще это достаточно универсальный материал, который имеет большое применение в сфере декорирования. В дальнейших выпусках мы частенько будем с ним сталкиваться. Полистирол, как я говорил ранее, мы будем скручивать на саморезы. Сборка такой опалубки занимает совсем немного времени, и учитывая, что ему можно придавать любую форму, мы сможем собрать опалубку нужной конфигурации, а за счет этого значительно сэкономим расход силикона. И такие формы после изготовления очень легко хранить, так как они не занимают много места. Напомню еще раз, в моей коллекции 7 птиц различной формы, поэтому некоторые этапы я буду показывать в ускоренной съемке. Надеюсь, этих кадров будет достаточно для того, чтобы весь процесс был понятным для вас. После сборки опалубки, весь периметр и вертикальные щели я пройдусь обыкновенным акриловым герметиком, так как при создании сложной формы где-то образуются маленькие щели. Силикон, как и эпоксидная смола, несмотря на свою вязкость, может просочиться даже через самое маленькое отверстие. И мы можем получить, пусть незначительную, но не очень приятную утечку материала. А силикон в этом проекте самый дорогой расходник. Я использую самый дешевый акриловый герметик, 60 рублей тюбик, и его мне хватает на весь проект, хотя скорее всего половина еще останется. В идеале герметику нужно дать просохнуть, но это не обязательно, так как вязкость акрила выше силикона, поэтому даже свежий герметик предотвратит протечку материала. Собираем, затем герметим все наши формы, и можно приступать к третьему шагу – заливка силиконовой формы. Я буду использовать литьевой формовочный силикон маркировки Supermold M25. Ссылочку на все материалы, как всегда, вы найдете в описании. Это двухкомпонентный формовочный силикон. Разводится он в соотношении на 100 грамм силикона 2 грамма отвердителя. Размешивать силикон желательно вручную, для того, чтобы не нагонять в него пузырьков.
так как у меня нет вакуумной камеры для того, чтобы устранить этот момент. Но промешивать состав нужно очень тщательно. Если где-то силикон плохо перемешается с отвердителем, он просто-напросто не схватится, и мы получим бракованные формы. После того, как все наши приготовления готовы, мы смело можем заливать наши заготовки силиконом. Наливать силикон я рекомендую потихоньку, для того, чтобы пузырьки воздуха выходили и состав плавно заполнял форму, не создавая воздушных пробок в труднодоступных местах. Форму нужно заливать таким образом, чтобы сверху над пластилиновой заготовкой толщина силикона составляла минимум 5 мм. Это необходимо, чтобы при отливке такая форма прослужила долго и не порвалась, и выдержала большое количество отливок. Я залью все формы и оставлю заготовки часов на 16 при комнатной температуре. За это время силикон затвердеет и можно будет разбирать опалубку. Как видите, полистирол очень удобный материал для таких работ. Легко разбирается, силикон к нему не прилипает. Саморезы аккуратно извлекаются, и мы получаем готовую силиконовую форму. Придадим нашей форме аккуратный законченный вид. Что касается пластилина, разогреем его в горячей воде и снова можно использовать для лепки в дальнейшем. Как видите, практически безотходное производство. Форма получается очень прочная и эластичная. И самое главное для меня, не занимает много места. Как утверждает производитель, такая форма должна выдержать около 1000 отливок. Но существует другой силикон на базе платины. Его используют в промышленных масштабах. Такой силикон более прочный и служит намного дольше. Если вам будет интересно, я оставлю ссылочку на сайт производителя, там вы можете найти и ознакомиться с этой информацией более подробно. Вот такие формы у меня получились. Почему формы разного цвета, спросите вы? Это потому, что я использовал отвердитель с разным количеством красителя. Итак, наши формы готовы, мы смело можем приступать к отливке наших изделий. Отливать изделия мы будем из гипса. Я буду использовать высокопрочный гипс маркировки G16 для отливки качественных гипсовых изделий. Разводим гипс водой до нужной консистенции. Запомните, чем гуще состав, тем прочнее будет изделие. Но работая с густым материалом, больше вероятность образования пузырьков воздуха. Для того, чтобы устранить воздух, желательно иметь вибростол. Но для первичной отливки обойдемся без вибраций. Сделаем легкую вибрацию вручную и удалим пузырьки воздуха из гипса. Эти формы достаточно простые и удобные, в них нет слишком сложных деталей, поэтому каких-то особенных способов отливки нам не потребуется. Заливаем, слегка вибрируем, разглаживаем задник и оставляем минут на 20 для того, чтобы гипс схватился. Попробуем разный состав и посмотрим, с каким удобнее работать. После того, как гипс схватится, вынимаем наши изделия и смотрим, что из этого получилось. Все получилось прекрасно. Все птички вышли легко и отвечают всем моим ожиданиям. Но для меня такого качества недостаточно. Заготовки из пластилина все равно получаются не очень гладкими, а мне хотелось получить идеальную поверхность, ровную, гладкую, как яичко. Поэтому полученные гипсовые изделия я тщательно вышкурю, доработаю плоскости и мелкие детали, так как пластилин не получилось сделать гладким и довести его до идеала. Но с гипсовыми изделиями у меня есть такая возможность. Я проделаю эту процедуру с каждой птичкой и скажу вам честно, процесс достаточно трудоемкий. Сделать его может любой, но это занимает какое-то время. После просушки и доработки наших голубей мне необходимо их загрунтовать. Но грунтовать изделия можно только после полной шлифовки, потому что после нанесения грунта подрезать или вышкурить уже не получится. Грунт проклеивает поверхность гипса, и она становится твердым, как камень. Для чего нужен этот этап? Изделие нужно обязательно грунтовать перед покраской, иначе гипс заберет из краски влагу, и краска просто-напросто отшелушится. Я буду использовать грунт глубокого проникновения церезит. Затем, после высыхания грунта, я с краскопульта покрашу акриловой краской наши изделия. Краска заполнит микроцарапины от шлифовки и сделает поверхность идеальной.
Я принял решение сделать двойную отливку. Если мне понадобится отливать такие изделия в большом количестве, на доработку каждого изделия будет уходить очень много времени. А так как время самый ценный ресурс, я принял решение сделать двойную отливку. Поэтому уже с готовых доработанных птиц я сделаю новые формы. И тогда при отливке я сразу буду получать идеальную гладкую поверхность. Я немножко потрачу времени и силикона, получу новые идеальные формы для изготовления чистовой продукции. Теперь мне предстоит повторить все этапы ранее проделанной работы по отливке форм. И мои птички сразу будут получаться идеальными, и мне не придется их дорабатывать вручную. Этот способ один из многих, который использую для создания своего собственного эксклюзивного авторского декора. Конечно, если у кого-то из вас есть доступ к 3D принтеру или ЧПУ станку, то можно получить сразу чистовые изделия и клонировать их таким вот образом. Но для этого необходимо отрисовать 3D модель. У меня есть такая возможность, но я предпочитаю работать руками. Таким образом, изделия получаются с душой и не выглядят пластмассовыми, что частенько удешевляет вид такой продукции. Надеюсь, с этапами и последовательностью работ все понятно. Давайте для наглядного примера приклеим наших птиц у меня в мастерской и посмотрим, как это выглядит. Такие изделия я обычно клею на герметик кристалл. Он очень быстро схватывается и держит нереально крепко. Для монтажа таких изделий то, что нужно. Ну вот теперь наша композиция готова. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком способе декорирования в интерьере. На мой взгляд, получилось очень здорово. И мне очень приятно, что эта работа сделана моими руками. Надеюсь, мой опыт и мои наработки будут вам полезны и помогут воплотить ваши собственные задумки в жизнь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а я покажу вам еще много-много всего интересного. А в моем инстаграм вы сможете следить за проектами, в которых я принимаю участие. Надеюсь, эта информация будет вам полезна, а на этом у меня все. Увидимся. Пока-пока.